Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам показать две модели кардиганов. Один кардиган с ажурным узором, а второй кардиган будет плотным рельефным узором. И на первом кардигане мы сейчас заостряем внимание. Стильный вязаный кардиган. Считаю, это не просто одежда перед нами, один из элементов искусства. Он выполнен простым ажурным узором и согреет вас не только в прохладные дни, но и придаст вашему образу неповторимую элегантность и изысканность. Кардиган имеет свободный крой, что обеспечивает комфорт и удобство при носке. V-образный вырез изящно обрамляет шею, придавая образу женственность и утонченность. Ажурный узор, которым выполнен кардиган, создает на полотне изысканный и неповторимый рисунок. Мягкие линии узора придают кардигану легкость, воздушность, делая его идеальным выбором для весенне-летнего сезона. Ну и зимой в качестве нарядного элемента гардероба тоже его можно использовать. Вы можете использовать любую цветовую гамму, выбирать пряжу по своему вкусу. И я сегодня покажу вам более детально пряжу, в общем-то, из которой мы свяжем образец узора. И я порекомендую вам то, чем бы я связала бы такую вещь. Конечно, существуют более дорогие и изысканные. И сегодня я покажу вам бюджетный вариант пряжи. И мы с вами свяжем образец узора. Совсем простой узор, состоит из 6 петель и 4 рядов. Поэтому такой кардиган по силам начинающим мастерицам. Обратите внимание, застежка на пуговицы придает кардигану законченный вид, позволяет регулировать уровень открытости в зависимости от погоды. Сейчас я вам приближу эту модель, и мы с вами поговорим детально. Итак, вяжется данная модель у нас отдельными деталями. Спинка, 2 полочки, 2 рукава, снизу вверх вязание идет всех деталей. Чуть позже покажу вам выкройку, по которой я рекомендую вязать. Но вы можете связать на круговых спицах единым полотном спинка и 2 полочки, и в области проймы перейти уже на отдельное вязание деталей. Обратите внимание, как связана планка. Планочка вяжется цельновязанная. Смотрите, полотно у нас отделяется, увеличиваю, полотно отделяется от самой планки цельновязанной с помощью одной лицевой вот этой выразительной петли. Очень красиво, эффектно смотрится. Сама планочка вяжется, смотрите, как интересно. Это не платочная вязка, нет. Я увидела здесь 2 ряда лицевой глади и один ряд изнаночный. И вот это все чередуется. Так увидела я, увеличивая. Вот. И когда вы перейдете на спинку, обратите внимание, здесь идет уже резиночка, 1 лицевая и 3 изнаночные или 2 изнаночные. Тут сильно растянуто, скорее всего, 2 изнаночные. Вот так вот. И здесь, вот, я так понимаю, по плечам идет шов. Сшивается эта планочка. Вот так это устроено. То есть отдельно привязывается по спинке вот эта вот планка. С резиночка 1 на 2 получается. Спиночку я вам тоже укрупняю. Вообще у нас используется резиночка 1 на 1 по низу изделия и по низу рукавов. Вот, классно смотрится. Узор совсем простой. Мы его сейчас с вами будем, собственно, вязать. Конструкция совсем простая. Вот такой я рекомендую вам, девочки, выкройку использовать. Здесь идут свободный стиль оверсайз, спущенное плечо, как видите. Скос по желанию можете плеча делать, можете не делать, в зависимости от вашего мастерства. Можно по прямой сделать, просто прямоугольники. Вот. Также рукава можете по прямой сделать, тоже прямоугольник, то есть от резинки, и сразу в последнем изнаночном ряду резинки делаете прибавки
значительные, и по прямой вяжете рукав. Это вот как бы мое видение, как бы я стала вязать. Длину, ширину изделия, все под себя лично делаете по своему росту и по своему желанию. Свободный крой или по фигуре тоже по вашему желанию. А сейчас давайте посмотрим, как вязать узор. Вот так выглядит образец, который мы будем сегодня с вами вязать. Очень простой узор, как вы видите, красивый и простой, ажурный и рельефный. Это изнаночная гладь с накидами получается у нас. Так, укрупняю, показываю. И смотрите, вязала я из пряжи Alize Суперлана Классик. Узорчик у нас 75% акрил, 25,6. Очень мягкая, в 100 грамм 280 метров. Образец связан спицами номер 4. Как альтернативу могу предложить вам пряжу, которая тоже мне очень нравится. Yarnart Merino Deluxe 50. Цвет любой, какой вам нравится. Турецкая пряжа. 100 грамм тоже 280 метров. Здесь шерсть 50%, акрил 50%. Она более мягкая и более у нее натуральный состав. Так, обе пряжи мягкие, оба пряжи мне нравятся. И вот такой результат у нас с вами получается. Вяжется очень просто узор. И давайте начнем его вязать. Для вязания образца узора я набрала 26 петель. Раппорт узора состоит из 6 петель и 4 рядов. И вяжется следующим образом. Начинаем первый ряд. Кромочную снимаем, делаем накид и 3 петли вместе вяжем одной изнаночной. Снова делаем накид. 3 изнаночные затем. Все, раппорт связан. Второй раппорт также делаем накид, 3 вместе, 1 изнаночную вяжем. Снова накид, 3 изнаночные. Связали второй раппорт, третий раппорт вяжем. Накид, 3 вместе, 1 изнаночной. Снова накид, 3 изнаночные. Четвертый раппорт вяжем. Накид, 3 вместе, 1 изнаночной. Накид, 3 изнаночные. Кромочную тоже вяжем изнаночной. Связали первый ряд. Второй ряд вяжем все петли лицевые, в том числе и накиды. Провязан тоже лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, раппорт связан. Продолжаем. Третий ряд узора. Вяжем следующим образом. Теперь в шахматном порядке узора кромочную сняли и вяжем первые 3 изнаночные. 1, 2, 3. Затем делаем накид и 3 вместе, 1 изнаночной провязываем. И снова накид. Связали первый раппорт. Второй раппорт также вяжем 3 изнаночные. Делаем накид, 3 вместе, 1 изнаночной. Накид и снова 3 изнаночные. Продолжаем. Накид, 3 вместе, 1 изнаночной. Накид, 3 изнаночные. И снова накид, 3 вместе, 1 изнаночной. Накид, кромочную вяжем изнаночной. Переворачиваем и четвертый ряд вяжем так же, как и второй вязали, все петли лицевые, в том числе и накиды провязываем лицевыми. Модель номер 2, кардиган
очень красивый, выглядит как произведение искусства, воплощенное в пряже и спицах. Я вообще считаю, ко всем изделиям ручной работы нужно относиться как к произведению искусства. Данный кардиган выполнен в свободном стиле, это придает ему шарм, уют. Стильный, красивый кардиган, используются рельефные ромбы, которые изящно контрастируют на фоне изысканной изнаночной глади. Вязаные ромбы, смотрите, давайте поговорим немного поэтично. Обратите внимание на узор вязаной ромбы. Словно ажурные тени, особенно если под углом смотреть на этот узор, они играют с воображением, подчеркивают мастерство вязальщицы, создают неповторимый узор, напоминающий переплетение ветвей зимнего леса или рябь на поверхности озера под дуновением легкого ветерка. Посмотрите, как это красиво смотрится. Кардиган легко и непринужденно обнимает плечи, создавая ощущение мягкости и комфорта. Его свободный стиль позволяет комбинировать его с различными элементами гардероба, создавая новые и неповторимые образы. Будь то джинсы или кроссовки для прогулки по городу, элегантное платье для романтического вечера, этот кардиган, я думаю, будет идеальным компаньоном для любых ситуаций. Носить такой вязаный шедевр значит выразить свою индивидуальность и стиль, заявить о себе как о личности с тонким вкусом и любовью к прекрасному. Я думаю, что этот кардиган, если вы возьмете его вязать и свяжете, станет вашим верным спутником на протяжении многих сезонов, согревая вас в прохладные дни, напоминая о тепле и уюте домашнего очага. А дальше я буду более кратко, покажу вам схему узора, который я нарисовала по фотографии, и выкройку, которую я рекомендую использовать для данной модели. Как и предыдущая модель, вяжется это изделие отдельными деталями. Можно также начать единой деталью и затем перейти на раздельное вязание. Характерная особенность этого кардигана – одна пуговица и крупные ромбы. Вообще кардиган связан крупной вязкой. Рекомендую использовать пряжу больше средней толщины. Крупные ромбы у нас на фоне изнаночной глади шикарно смотрятся. Планочка у нас такая чисто, смотрите, импровизированная используется, то есть 2 кромочные петли. Я часто показывал, как это вязать, чтобы не оттягивался край и красиво, вот так рельефно он смотрелся. Посмотрите, выделенная кромка на 2, на 3 бывает петлях. Очень много таких мастер-классов есть и на YouTube, и на других платформах. Часто встречала. Резиночка у нас используется в данном модели 2х2, фабричный набор края. Но вообще эта модель не ручной вязки, вы знаете. Это машинная вязка, но мы прекрасно можем такую же красоту повторить спицами, согласитесь. Так, и давайте конкретно, что там у нас с вами. Ну, вот так он смотрится не на модели, вот так на фигуре прекрасно, видите, как гармонирует все в тон, все в бежевом и светлом тоне, очень элегантная и очень стильная вещь, которая действительно подходит для многих вещей. Можно сочетать ее что с темным низом, что со светлым низом. Обратите внимание, здесь у нас действительно шов есть, и узор также украшает и спинку, и рукава. То есть везде вяжется данный узор. Шов у нас идет вот здесь по планочке, то есть планка тоже используется цельновязанная. Ну, она там совсем на 2 или 3 петлях, я даже не разглядела. И давайте посмотрим, какую я выкройку рекомендую вам использовать. Вот эта выкройка. Размеры свои, девочки, ставите. Свободный крой используется у нас, спущенное плечом. И свои размеры, свои предпочтения, пожалуйста, делайте. Изменяйте здесь размеры и делайте расчеты на свои мерки. Вот такая схема у нас используется. Ширина 12 петель раппорта
и 20 рядов высота раппорта. Здесь показаны только лицевые ряды. Изнаночные мы вяжем, как смотрят петли. Горизонтальная черта у нас изнаночная петля, вертикальная черта, лицевая петля. И это у нас показывается перекрещивание. Перекрещивание. Вот то, что у нас вот здесь выходит, это я показываю, если вы вяжете раппорт в середине узора, то он у вас вот тут будет вот так перекрещиваться. То есть направо-налево чередуется, обратите внимание. Если это у вас крайний, получается, ромб, то здесь просто вяжутся две лицевые без перекрещивания. Это хорошо видно на фотографии. Так, ну, собственно, вот и все, что я хотела вам показать. Этот узор я вязать не буду. Он для более опытных вязальщиц. И я думаю, что вас вдохновят хоть какая-то из этих моделей. Я думаю, понравится вам, девочки, и вдохновит вас на новый проект в этом году. До новых встреч!